Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Начнем вязать кузю с ножек. Так как я сказала, что мы будем вязать кузю с разными ножками, то есть одни ножки у нас будут для того, чтобы сделать стоячего кузю, и другие ножки у нас будут для того, чтобы сделать кузю сидящего. Поэтому ножки у нас по мере вывязывания в конце будут заканчиваться по-разному. Смотрите, что нам нужно для ножек. Я для того, чтобы вязать лапти, нашла вот такую вот пряжу. Она очень похожа на бечевку, но она немножечко мягче. Но все равно, когда я вяжу, она более такая грубая. Ну, можно справиться. Раньше я всегда вязала самой тонкой бечевкой. Вот какую я могла найти, я вязала бечевкой. Если найдете такую нить, можно пользоваться такой ниточкой. Можно подобрать под этот цвет обычные нитки полушерстяные или какие там, вы уже смотрите. Она примерно такая же, как Alize Cotton Gold по толщине. Ну, может быть, чуть-чуть толще. А штанники, потому что я здесь продолжаю после лаптей как бы штанники, они у нас будут белого цвета, и это я беру Alize Cotton Gold. Ну что ж, про ножки. Для стоячего кузи мы вяжем ножки, плотно наполняем их до самого конца, и вот так вот они у нас заканчиваются. Но это одна ножка. Эти ножки вяжутся вообще абсолютно одинаково, без разницы, как мы их закончим. Но здесь, смотрите, наполнение до середины ноги. Здесь уже мы не наполняем. У нас должно быть здесь мягко и пусто. И вот тут вот закроем столбиками, за которые потом будем хвататься и подсоединяться к туловищу, чтобы они болтались, да? А так все вяжется практически одинаково. Ну что ж, начинаем. Крючки. Крючки я использую здесь, значит, для вот этой нити, которая бечевка, она более грубая все-таки. Я использую крючок 2, это кловер. Если вы используете крючки с бамбуковой ручкой, там берете 1,75. И потом я буду говорить, когда я перехожу на более мелкий крючок, чтобы вязать Alize Cotton Gold. Кловер это у меня 1,75, а естественно с бамбуковой ручкой китайский крючок это будет 1,5. Начинаем с 2-миллиметрового крючка и вот с этой вот пряжи, с этой вот пряжи. То ли бечевка самая тонкая, то ли вот если вы подберете вот такую вот ниточку, она продается в принципе у нас в магазинах. Вяжем 5 воздушных петелек крючком номер 2. Связали 5 воздушных петелек. Далее со второй петли от крючка мы делаем 3 столбика без накида. Провязали. Далее в последнюю петельку, которая у нас вот здесь осталась, мы провязываем сразу 3 столбика без накида. Далее по второй стороне цепочки мы вяжем 2 столбика без накида. То есть сюда мы уже провязывали. Вяжем 2 столбика без накида. Раз. И 2. И у нас осталась последняя петелька. В нее провязываем прибавку 2 столбика без накида. Раз и 2. Вот мы с вами первый ряд связали.
Теперь я беру нить контрастного цвета, как всегда, чтобы отмечать наши столбики, и вяжем второй ряд. Второй ряд у нас начинается сразу с прибавки. Мы делаем сразу прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И делаем подряд 3 прибавки. То есть, вот смотрите, вот у нас здесь 3 столбика, и мы подряд делаем в эти столбики прибавки. Вот у нас первая прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавка. Сделали 3 прибавки подряд. Теперь делаем 2 столбика, провязываем. И вот здесь у нас до маркера осталось 2 петельки. Мы в них делаем прибавки. Провязали мы с вами второй ряд. Дошли до маркера. Третий ряд у нас начинается. Значит, мы с вами просто вяжем столбик без накида. Далее делаем прибавку в следующий столбик. Вот так. Теперь вяжем 2 столбика без накида. Раз. 2. И теперь мы с вами делаем блоковые прибавки. Столбик без накида прибавка. То есть мы сейчас вот по вот этому с вами кругу, вот этому овалу, будем делать прибавки. Столбик без накида прибавка 3 раза. То есть вот делаем столбик без накида. Делаем прибавку в следующую петельку. Это у нас первый раз мы сделали такой блок. Теперь столбик без накида в следующую петлю прибавка. Это мы сделали второй блок. Теперь далее столбик без накида в следующую петлю прибавка. Это мы с вами сделали третий блок. А далее у нас идут прибавочные блоки, но немножечко другие. Мы теперь делаем 2 столбика без накида прибавка. То есть вяжем 2 столбика. И вот в следующую петельку делаем прибавку. Вот до маркера дальше опять 2 столбика. И делаем прибавку. Последнюю петельку перед маркером. Вот у нас получилась уже такая заготовка. И вяжем далее. Теперь у нас в следующем ряду, в 4-м, получается, мы вяжем 2 столбика без накида сразу после маркера. Так. Теперь делаем прибавку. Прибавка. Теперь вяжем 2 столбика без накида. Раз, 2. И далее мы делаем теперь блочные прибавки вот по вот этому нашему овалу.
Только у нас теперь будет 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка. То есть вот сейчас начинаем, значит, делаем 2 столбика без накида. Раз, два. Сделали прибавку. Это мы первый раз сделали блок. Теперь далее 2 столбика без накида. Сделали прибавку. Это второй раз мы сделали блок. 2 столбика без накида. И в следующую петельку прибавка. Это мы с вами третий раз сделали такой блок. Далее вяжем просто 2 столбика. Вот. И последние у нас снова такие же самые блоки. 2 столбика без накида, прибавка. 2 раза получается. То есть вяжем 2 столбика. Раз. 2. И делаем прибавку в следующую петельку. Это мы один раз сделали такой блок. И сейчас опять 2 столбика. И в последнюю петлю перед маркером мы делаем прибавку. Так, смотрите, провязали мы с вами 4 ряда. И у нас сейчас здесь по кругу 28 столбиков без накида. Далее нам надо просто провязать 5, 6 и 7 ряд без изменения. Просто вяжем по 28 столбиков без накида в каждом рядочке. То есть мы сейчас вяжем 3 ряда. И в 8 ряду мы с вами встречаемся. Давайте свяжем самостоятельно просто столбиками без накида по кругу 3 ряда. Провязали. И сейчас у нас начнутся убавочные ряды, и мы будем формировать вот это вот место. Сейчас просто провязываем 7 столбиков без накида. Провязали 7 столбиков без накида. И подряд вот сейчас по вот этой передней части мы делаем 6 убавок. То есть как мы делаем убавки? Точно так же, как всегда. Берем за передние петли и провязываем вместе. Два. 3, 4, 5, 6. И довязываем наши столбики, оставшиеся, до маркера. Провязали мы с вами и этот убавочный ряд. Теперь у нас следующий убавочный ряд идет. Это у нас будет 9 ряд. Но мы с вами здесь наравне с убавками мы будем с вами делать замену нити. И будем переходить уже на другую ниточку. То есть, смотрите, мы и будем вязать за вот эти вот
петельки, которые являются задними полупетлями. Вот так. За вот это будем хвататься. То есть вы поняли, да? Мы делаем замену нити и делаем хват за заднюю полупетельку. Нам сейчас нужно сначала провязать 6 столбиков без накида. Вот я беру, начинаю вязать столбик без накида этой ниточкой еще прежней и делаю замену уже на следующую нить. И здесь я сразу вот эти ниточки буду стараться ввязывать. То есть это мы один столбик провязали, нам надо их провязать 6. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И вот 6. Здесь я уже отрежу. Нить уберу, чтобы она нам не мешала. И сейчас мы с вами сделаем 4 убавки. Убавки будем тоже делать за полупетельки, только задние. Раз. Два. Три. Четыре. И также, как мы и вязали, мы с вами довязываем до конца, до маркера наши оставшиеся петельки. Вот мы провязали. И сейчас еще один ряд мы с вами провяжем вот этим крючком, двоечкой, да? Или если у вас обычные крючки, то 1,75. У нас должно быть 18 столбиков без накида. Сейчас просто провязываем вот этот 10-й ряд, просто вяжем еще этим крючком. Провязали, у нас 18 столбиков без накида по кругу. И сейчас мы меняем крючок на более мелкий. И смотрите, нам надо сейчас провязать до 18 ряда. То есть 18 ряд включительно. Мы вяжем, ничего не меняя, просто вяжем нашу ножку. Мы наращиваем длину ноги. И мы, смотрите, если вы хотите, чтобы у вас была вот такая ножка,
вы ее наполняете где-то на середине. То есть посередине вот этого вот белого вы заполнили и больше не наполняете ножку, вяжете 18 рядов. Да? Если вы будете, чтобы у вас домовенок стоял, то вы плотно наполняете до самого верху. Вот это вот 18-й последний ряд, вот оно вот так вот выглядит. Давайте сейчас все вяжем до 18 ряда включительно. И далее будем смотреть, что мы будем делать. По мере провязывания я наполняю ножку обязательно. Наполняю плотно. Еще смотрите, в зависимости от того, как вы наполняете ножку, от этого тоже зависит размер. Когда вы вот одну уже связали, наполнили, так как вы ее наполнили, а потом вяжете другую и наполняете, то всегда сравнивайте, потому что размер может зависеть не только от плотности вязания, но и от того, как вы наполняете. Можно или перенаполнить, или недонаполнить, и у вас ножки будут разные. Поэтому, когда вы вторую ножку наполняете наполнителем, обязательно берите и сравнивайте. Потому что бывает, увлекаешься, и вторая ножка получается больше. Или наоборот, вам показалось, что вы уже ее наполнили, а если вот так вот их посмотреть, они будут разные. То есть вот это тоже учитывайте при наполнении. Так, теперь вяжем ножку до 25 ряда. То есть мы будем наращивать вот эту вот длину ноги. 25 рядов. Это у нас уже будет окончание. И после того, как мы провяжем эти 25 рядов, мы с вами посмотрим. Я покажу, как надо закончить ножку для стоячего кузи и как нужно будет закончить ножку для кузи сидячего. И естественно, смотрите, для стоячего кузи наполняем до конца, до самого верха плотно. Для сидячего кузи, начиная где-то вот уже с середины, уже не заполняем. Давайте вяжем самостоятельно эти все ряды до 25 ряда включительно. Так, сейчас посмотрим, что нам делать с той ножкой, которая у нас для сидячего домовенка. Значит, смотрите, мы должны довязать, вот мы 25 ряд, и потом, смотрите, здесь получается, надо где-то закончить вот посередине ножки, чтобы когда мы вот так вот сложили, у нас четко вот здесь была плоская ножка по переду, видите? Поэтому мы останавливаемся там, где можем вот так вот сложить. У нас 18 столбиков без накида. И значит, мы сейчас закроем просто по вот этому вот краю 9 столбиками без накида. Берем и закрываем поверху. И последние 9. Все. Смотрите, мы закрыли. И у нас для сидячего кузи есть 2 вот такие вот уже ножки. И вот этим вот краем мы их будем ввязывать, как бы они будут подсоединяться к туловищу. Ну, это я уже вам покажу. А теперь возвращаемся к ножкам, которые у нас для стоячего кузи. Смотрите, вот мы связали. Первую ножку мы вязали. У нас маркер получается вот примерно так. Да? Видите, он ушел в бок, и он практически
посередине ножки, вот тут сбоку. Я здесь просто закончила, спрятала ниточку, хорошо наполнила и все. Так что левая ножка, тут с ней все понятно. С правой ножкой маркер у нас ушел в сторону. Ну, у меня маркер всегда уходит в сторону. Я же, смотрите, как там у вас. Нам для того, чтобы эти ножки соединить, нам, значит, надо отсюда дойти до середины, да, внутренней стороны ножки. Поэтому мы сейчас с вами вынимаем вот этот маркер. Он нам здесь больше не нужен. Мы поменяем место маркера. И нам надо довязать вот сюда до середины ножки с внутренней стороны. Давайте сейчас довяжем. Так, у меня получилось, что я провязала 9 столбиков, еще дополнительных. Вот. Теперь смотрите, нам надо соединить наши ножки, да? Что мы сейчас делаем? Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И сразу здесь, вот сбоку, мы сейчас подсоединяемся и провязываем столбик накида. Провязали, да? Это у нас первый столбик из 18. Значит, первый провязали, теперь еще вяжем по этой ножке 17 столбиков. Вот мы бы дошли до вот этих наших 2 петелек, которые мы брали, и мы по ним должны провязать 2 столбика без накида. Далее вяжем по следующей ножке тоже 18 столбиков без накида. И еще 2 столбика надо провязать по вот этим же самым воздушным петелькам, которые мы с вами набирали. Значит, смотрите, мы с вами провязали по кругу. У нас получается по ножке 18 столбиков без накида. По одной, по другой. Это получается, значит, 36 столбиков вместе. И от вот этих вот 2 воздушных петелек у нас получается еще плюс 4. Значит, в сумме здесь вот то, что мы с вами соединили, у нас должно быть 40 столбиков без накида. Сейчас вот здесь ставим маркер. И мы должны провязать 4 ряда по 40 столбиков без накида. То есть мы проверим, 40 ли у нас здесь петелек. Если вдруг у вас
или на одну больше, или на одну меньше, что-то где-то не хватает, то или убавьте, или добавьте симметрично, но чтобы у вас было 40 столбиков без накида по кругу. Давайте свяжем сейчас эти 4 рядочка по 40 столбиков самостоятельно. И далее будем с вами далее вязать тело нашего домовенка. Сейчас мы берем ножки, которые у нас предназначены для того домовенка, который у нас будет сидеть. Нам понадобится 2 таких маркера. Ну, возможно, обойдетесь или скребочками, или, возможно, сделаете заметку нитками. Это не имеет никакого значения. Что мы сейчас будем делать? Мы будем соединять ножки. Между ножками у нас будет соединение 2 воздушные петельки. Здесь мы закрывали 9 столбиками без накида. Значит, у нас здесь 9 петелек, которые войдут в работу. Как мы будем с вами делать? Мы будем вязать за полупетельки. С одной стороны мы с вами свяжем, ну, если брать вот эту пяточку, да, за задние полупетельки мы будем вот так вот брать и провязывать столбики без накида. А потом развернем ножку, и здесь мы будем браться за вторую оставшуюся полупетельку. Так как у нас здесь 9 столбиков, у нас здесь 18 петелек наберется, здесь 18 петелек наберется, и по 2 воздушным с одной и с другой стороны еще плюс 4, то есть у нас будет 40 столбиков без накида мы должны набрать. Что мы будем делать? Мы берем правую ножку пяточкой к себе, цветом штанишек, это у нас брючки такие беленькие, мы сейчас сделаем подсоединение. И провяжем 2 воздушные петли. Вяжем 1, 2. Вот у нас 2 воздушные петельки есть. Здесь мы потом подсоединим, завяжем, закрепим. Берем теперь левую ножку, которая у нас тоже пяточкой к нам. И начинаем здесь набирать за полупетельки 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь у нас последняя 9. Провязали. Вот у нас наши столбики без накида. Вот так отворачиваем. И вот у нас ряд открытых полупетелек. И мы сейчас точно так же набираем 9 полупетелек, которые у нас остались открытыми. Так, дошли до наших 2 воздушных петелек, да, цепочка из 2 воздушных петелек. Здесь мы должны
набрать 2 столбика. По воздушным петелькам делаем 2 столбика. Раз. И вот. 2. Здесь у нас точно так же с вами 9 столбиков. Значит, набираем по этой стороне за полупетельки 9 столбиков без накида. И последняя, 9. Поворачиваем. И вот видим, у нас вот цепочка оставшихся петелек. И мы тут тоже должны набрать 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? Вот. Чтобы удобнее было, вот так вот отвернули. И вот их видно. Эти наши петельки. И набираем. И по нашей цепочке провязываем 2 столбика без накида. Все, мы сделали с вами круг. У нас сейчас вот это наше место вот так выглядит. Видите, вот у нас по кругу набраны петельки здесь и здесь. То есть получается здесь 18, здесь 18, и вот тут вот на промежутке у нас с вами 4 петельки. То есть всего получается 40. Мы здесь поставим ниткой контрастного цвета маркер и будем считать уже отсюда ряды. Так, смотрите, я беру ниточку контрастного цвета, ставлю здесь, ну, чтобы мы с вами отсчитывали ряды. Правильно? Так, и теперь мы будем вязать. Это у нас спина, правильно? На спине, сейчас я объясню, на спине вот тут от одного до другого, то есть мы, смотрите, мы сейчас с вами провяжем 9 столбиков, особым образом я скажу как. Вот. И дальше будем вязать обычным методом. И здесь поставим маркер. Здесь вот у нас 1, 2. И здесь отсчитаем 9 столбиков и поставим маркер. Сейчас сразу так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 9, да? Вот у нас 9. И здесь то же самое мы с вами отсчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот в него тоже поставим потом маркер, ну, чтобы не запутаться, да? Для чего? Мы заднюю часть нашего домовенка будем вязать
не просто столбиками без накида, а будем вязать полустолбиками с накидом. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот задняя часть у нас была немножечко больше, чтобы она была более выпуклая, и он тогда будет как бы на попе легче сидеть. А передние стенки мы так, ну, перед, будем вязать обычными столбиками без накида. Значит, что у нас... Ну, сейчас давайте этот ряд мы с вами провяжем. Так, значит, как у нас вяжем... Вот эти 2 петельки тоже мы будем провязывать 2 столбиками, полустолбиками с накидом. Значит, начинаем. Как у нас вяжется полустолбик с накидом? Мы делаем накид. Захватываем ниточку и все 3 петельки провязываем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот на повороте у нас 9. Мы его провязываем и отмечаем маркером. Следующий, чтобы в следующий раз мы к нему пришли и закончили делать эти столбики. Теперь далее мы вяжем просто столбики без накида. До вот этого следующего маркера. Вот, мы дошли до маркера. Теперь смотрите, маркер снимаем и начинаем уже вязать полустолбиками с накидом. Вот мы его провязали, полустолбик, и маркер назад ставим. Ну, чтобы потом нам не надо было считать, мы просто вяжем и все. И теперь до маркера, вот до этого нашего нитяного, мы все столбики вяжем полустолбиками с накидом. Смотрите, что у нас с вами получается. Мы соединили ножки вот таким образом. Вот тут у нас уже получается начинает формироваться тело. Мы поставили вот эти маркеры. Это у нас, значит, смотрите, сзади, обязательно смотрите пяточки, сзади мы от вот этого маркера до вот этого вяжем полустолбиками с накидом. И вот эти 2 петельки промежуточные обязательно тоже полустолбиками с накидом. Каждый раз провязываем столбик последний, или вот в этом случае первый, и ставим опять маркер, чтобы нам ничего не считать. Да? Ну, если бы вы хотели считать, ну, это получается 9 плюс 9, 18 и плюс 2, это 20, вот тут вот 20 петелек. Вот здесь тоже 20 петелек.
Значит, всего у нас по кругу 40. Сейчас будете вязать и еще проверите, чтобы было 40 петелек по кругу. Если вдруг не сходится, ничего страшного, где-то удалите или где-то прибавьте, если не хватает. Теперь смотрите, мы сами вот этот один ряд провязали. Я показала, как вязать со столбиками. И дальше сейчас 3 ряда мы вяжем без изменения. Потом посмотрим, что будем делать. Давайте сейчас провяжите эти 3 рядочка без изменения и встречаемся. Проверьте, чтобы было 40 петелек по кругу. Смотрите, провязали мы с вами вот этих 4 ряда, где у нас половина вяжется обычными столбиками и другая половина вяжется полустолбиками с накидом. Ну, я так вот посмотрела. Давайте мы еще один рядок провяжем. И тогда я скажу, что нам надо дальше делать. Ну, чтобы у нас, вот видите, это место у нас вот спереди короче, а благодаря тому, что мы заднюю половинку вяжем полустолбиками с накидом, она у нас получается немножечко больше. Поэтому нам надо, я так посмотрела, надо еще один рядок провязать, и тогда мы уже перейдем на обычное вязание туловища. Давайте свяжем еще один рядок. И встречаемся. Все, смотрите, мы с вами провязали. Явно видно, что у нас вот эта половинка, которая сзади, она больше, чем передняя, благодаря тому, что мы вязали такими столбиками. Вспомогательные маркеры мы убираем. Остается только вот этот наш основной маркер для отсчета рядов. И все. Далее мы вяжем просто столбиками без накида по спирали и вяжем точно так же, где ножки у нас, чтобы домовенок стоял. Единственное, что когда будете наполнять игрушку, старайтесь придать значение так, чтобы вот у нас задняя часть побольше наполнилась. Ну, сформировать место, чтобы он лучше сидел. А так все то же самое. Одинаково вставляем проволоку, вяжем шею. Все одно и то же. Давайте. Продолжайте вязать.